Новинка, которая имеет встроенный чат GPT, что для смарт-часов не свойственно, и является интересным нововведением. Также данная модель оснащена ярким AMOLED-экраном с яркостью до 600 нит, частотой обновления экрана до 60 Гц и технологией Always On Display. Ко всему можно выделить поддержку фирменного приложения, стильный дизайн, постоянный мониторинг пульса, корпус из качественных материалов, водонепроницаемость класса IP68 и время автономной работы до 15 суток на одном заряде аккумулятора. Как вы уже поняли, обо всем этом я прочел в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Black Shark S1 Pro. И по этим часам, наверное, мне Контор 8 писала, чтобы я сделал обзор. Но в итоге я купил их на Али после старта продаж, и теперь я могу вам о них рассказать. Распаковка. Поставляется эта модель в серой упаковке из плотного картона, запаха химии нет. На ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковка выполнена в таком же стиле, как упаковки у смартфонов от Black Shark. Пакинг хороший, упаковка пришла целая, как и само устройство. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок, магнитное зарядное устройство без пинов, что прям очень круто, но Cradle не съемный. Последнее, что есть в комплекте, это краткое руководство пользователя. Вес смарт-часов вместе с ремешком 83 грамма, а габариты 51 на 13 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте, к слову, подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто подпишется на этот канал, отдельно огромное спасибо. Как вы видите, я стараюсь обозревать все. Все розыгрыши в конце месяца, перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляются S1 Pro в черной расцветке корпуса, но есть две версии с черным безелем и с синим безелем. Дизайн устройства мне нравится, корпус без закругленных краев, выглядят смарт-часы брутально и привлекательно. Из-за габаритов, разумеется, они по большей части подойдут для мужчин, так как на обычной женской руке они смотрятся громоздко. Хотя руки, как говорится, бывают разные. Средняя рама S1 Pro выполнены из металла, безель из нержавеющей стали. Остальные части довольно качественный глянцевый пластик. Сборка хорошая, хоть и кнопки имеют небольшой люфт. Стоковый ремешок выполнен из силикона, он не топорный и гибкий, ко всему тактильно приятный, но, к сожалению, ремешок сильно притягивает к себе пыль. Застежка классическая, выполнена из металла, плюс на ней есть надпись Black Shark. А крепление ремешка стандартное, так что заменить на любой другой ремешок возможность его есть. Смарт-часы при носке ощущаются, к ним необходимо привыкнуть. Во время сна мне хотелось их снять, комфорта было мало в этом плане для сна, но запястье под ремешком не потело и ремешок не натирал. Далее, на корпусе смарт-часов расположили магнитную область для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. А справа от торца расположили 3 механические кнопки. Верхняя кнопка отвечает за переход к меню и возврат, а зажатием можно перейти в окно для выключения, сброса и также перезагрузки устройства. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам и возврат. Последняя кнопка колесика, так называемая коронка, выполняет команду перехода к меню и возврат. Функция прокрутки есть, и она выполнена по системе трещотки. Переназначить команды на кнопки нельзя, за что огромный минус, так как по факту верхняя кнопка или кнопка колесика бесполезна. Они выполняют один и тот же функционал. Конечно, кроме того, что коронку можно прокручивать для перемещения по интерфейсу, но все равно странно. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 точек. Это прямо отлично. Защита Panda Glass, плотность пикселей в 326 ppi, поддержка 16,7 миллиона цветов, частота обновления экранов 60 Гц и яркость до 600 нит. Экран такой же, как и у Black Shark Watch S1, обзор на который уже был на канале. Рамки небольшие, экран не утоплен, но за время моего тестирования экран не поцарапался. Экран имеет отличную четкость и цветопередачу, но анимации по минимуму, 60 Гц не ощущаются. Скроллинг не плавный, перевод некорректный, при этом шрифт читабельный. Перемещаться по интерфейсу в целом возможно, и сенсорный отклик у экрана хороший. Яркость по моим замерам максимум 1000 люксов, что хорошо, так как яркости экрану достаточно, даже при прямом попадании света на экран. Автояркости на борту нет, но есть технология Always On Display, хоть и доступно только два стандартных стиля отображения AODA. Автовыключение экрана максимум в приложении можно настроить до 30 секунд. Включить экран тапом нельзя, как и выключить его, накрыв ладонью. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть регулировка яркости, включение режима не беспокоить, режим постоянно включенный экран без настройки времени, фонарик, погода и не только. Снизу вверх это уведомление, слева направо панель, в которой есть телефонная книга, плеер и вызов голосового ассистента, который работает в паре с голосовым ассистентом на смартфоне. Свайп справа налево виджеты, которые можно настроить под себя прямо со смарт-часов, а вот сортировать меню нельзя, как и панель быстрого доступа. Далее в меню есть активность, запись тренировок, телефон с набором номера, телефонной книгой и недавними вызовами. Погода с подробным прогнозом, Bluetooth кнопка для удаленной фотосъемки, но только через приложение Sharkware. Музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить музыку на сам
часами смарт-часы нельзя, но смарт-часы могут работать как Bluetooth-колонка. Далее в меню есть калькулятор, фонарик, поиск телефона, календарь, мировое время, голосовой помощник, приложение «Фондовый рынок», настройки, записи игровых рекордов, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, секундомер и таймер без возможности работать в фоновом режиме. В настройках можно включить пароль для смарт-часов, режим «Не беспокоить» и выбрать один из предоставленных стилей меню. Особенность данной модели — это встроенный чат GPT. Для того, чтобы завести чат GPT, необходимо, используя VPN, зарегистрироваться на сайте OpenAI, после чего получить AI-key, который нужно будет ввести в приложение Sharkware, но чат GPT поддерживает только английский язык, а также все это дело не 100% что заведется. К всему, у меня в момент того, как я пытался задать вопрос голосовому помощнику чат GPT, смарт-часы самостоятельно перезагружаются. Пофиксит ли это дело или нет, сказать не могу. Если у кого-то такие же проблемы из тех, кто купил эти часы, напишите в комментах, может быть, мне просто не повезло. Если бы это дело работало, это была бы уникальная штука. Установлен здесь Bluetooth чип версии 5.3, связь с устройством, с которым они в паре, держат нестабильно, так как даже в домашних условиях смарт-часы отваливались через одну стену. Подключить внешние Bluetooth устройства, такие как наушники или нагрудный датчик, возможности нет, как и нельзя подключить смарт-часы к Wi-Fi. Есть информация о наличии NFC-модуля для использования в паре с умным домом, но в настройках смарт-часов или в приложении вкладки с NFC-тегом не обнаружил. Спортивных режимов на борту более 100 видов, но отслеживания плавания нет, как и нет автоматического определения активности. Во время тренировки нельзя пользоваться плеером, да и настроек для тренировок фактически нет. GPS-навигация происходит за счет подключенного смартфона, то есть GPS используется из смарта. В самих смарт-часах встроенного GPS нету. Шагомер некорректный, так как он сильно завышает количество шагов. Но с другой стороны, будете радоваться, что вы прошли больше, чем в реальности. Перейдем к мониторингу здоровья. Измерение пульса может работать как в автоматическом режиме с выбранным интервалом, так и в ручном. Мониторинг уровня стресса работает постоянно. Измерение SPO2 работает только в ручном режиме. Пульса SPO2 у воздуха, как и у неодушевленных предметов, смарт-часы не измеряют, что уже хорошо. Сон S1 Pro мониторит неплохо, но без дневного сна. Да, и отход ко сну и пробуждение не всегда определяются точно. Результаты измерения пульса, как и SPO2, имеют заметное отклонение от реальных показателей. Алгоритмы мониторинга здоровья, откровенно говоря, плохо настроены. Графики на смарт-часах отображаются, что хорошо. А также из интересного есть дыхательные тренировки, женское здоровье, напоминание о малоподвижности и необходимости попить воды. Далее функция Bluetooth вызова на борту. Входящий вызов можно сбросить, принять. Также можно включить беззвучный режим. Быстрых ответов на уведомления или на вызовы нет. Уведомления приходят практически моментально. Иконки приложений в уведомлениях отображаются, но не во всех приложениях. Смайлики не отображаются, как и фотографии в уведомлениях тоже. Микрофон показал себя хорошо, что не скажешь про тихий динамик и про вибрацию, так как она очень слабая. Далее, полный цикл зарядки занял у меня 2 часа, поддержки беспроводной зарядки нет, к сожалению. Смарт-часы могут заряжаться только от фирменного зарядного устройства. В обыкновенном сценарии использования с автоматическим измерением пульса и уровня стресса прожили у меня 10 суток, а с включенным АОДом их хватает на 4-5 дней. Время автономной работы однозначно хорошее. Далее, водонепроницаемость IP68. Я, разумеется, окунул их в воду, по итогу они никак не пострадали, но не устаю напоминать, что купаться в соленой воде или ходить в баню вместе с этими часами или другими устройствами я не советую. Умные часы Black Shark S1 Pro работают в паре с приложением Sharkware. В приложении мы имеем 4 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для спорта, далее есть вкладка для подключенного устройства, а четвертая вкладка — это профиль. На главной странице с часами есть заряд аккумулятора, но не в процентах, магазин с циферблатами, которых там достаточно, есть анимированные циферблаты и любую другую фотографию на заставку установить можно. Плюс есть вкладка с возможностью выбрать определенный стиль, к примеру, киберпанк, и напечатать код. В итоге в этой вкладке приложение предоставит 4 изображения кота в стиле киберпанка, что довольно круто и удобно, что подобный функционал находится прямо в приложении. Помимо перечисленного, можно воспользоваться стандартными настройками смарт-часов, настроить вибрацию, но не ее силу, включить функцию для оповещения об отключении смарт-часов от смартфона, но работает эта функция через раз. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновление уже прилетало. Также я бы хотел отметить режим для киберспорта, который можно включить на смарт-часах, и для него можно будет настроить время, после окончания которого смарт-часы покажут сводку мониторинга здоровья, но по большей части это реально маркетинговый уловка. Минусы — это простенькие АОД, не ощущается 60 Гц вообще никак, нет возможности переназначить команды на кнопках, плохо настроены алгоритмы для мониторинга здоровья, стоковый ремешок магнит для пыли, слабый вибромотор, тихий динамик, нет GPS, SPO2 не работает в автомате, нет автоматической регулировки яркости, танцы с бубном, чтобы завести GPT-чат, и то, что у меня он конкретно не завелся. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании к видео. Всем, кто подпишется еще на этот канал, поставит лайк и оставит комментарий, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую, умные часы Black Shark S1 Pro по большей части
части удивили меня 5 моментами. Это экран, и то с натяжкой, так же, как и экран Watch S1 от тех же Black Shark. Дизайн, материалы, время автономной работы и встроенный чат GPT, в теории. В остальном они являются не лучшим выбором данной ценовой категории, но стоят в ряду с часами, на которые стоит обратить внимание. CMF-овские, помните, от Nothing часы, вот, у которых русского языка нет и температуру не показывают. Вот все зависит от цены. Поэтому от меня девайсу очень скромная да. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Огромнейшее спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.